Это финка НКВД образца 1934 года от ножи Барк. Ручная работа настоящего кузнеца с 20-летним опытом. Рукоять сделана из карельской березы, а лезвие из закаленной стали. 95 хром 18, что дает твердость 58-59 по Роквеллу. Нож выдержит любую нагрузку и разрежет все, что не прибито. Разрубит монету, металлический профиль, проволоку, крыло автомобиля, да что угодно. Есть сертификат, что нож не является холодным оружием. Кузнец дает пожизненную гарантию на свои ножи. Рекомендую кузницу Барк. Заходите к ним в Telegram или WhatsApp по ссылке в описании. Заказывайте крутые ножи ручной работы. На этот раз путь лежит прямо по реке, скованной льдом. Волокуши, несмотря на свою тяжесть, скользят легко и непринужденно по гладкой поверхности. Однако разная толщина льда таит в себе опасность. Поэтому я держусь ближе к берегу. Там, в случае чего, и глубина меньше. Сегодня я направляюсь к каменному дому у реки, завершить начатое, закончить ремонт камина и вдохнуть в него новую жизнь. Мне будет приятно осознавать, что тепло потрескивающих дров, готовых отогнать любой мороз, и надежная крыша, укрывающая от непогоды, дадут приходящим сюда путникам комфортный приют. Ведь этот дом, некогда лежавший в руинах, теперь, после кропотливой реставрации, стал местом притяжения. Люди приходят сюда регулярно, и это греет душу. Воспринимаю это как искреннее признание наших трудов. По-моему, вон домик. Да. Вот эти доски, которыми я обшивал крышу, их видно прям метров за 200. Домик издалека смотрится прямо таким оазисом. И все это дело прямо рядом с промоиной находится. Обалдеть. Но это и к лучшему. Значит, я смогу легко набирать воду. Слушайте, ну прилично кто-то пополнил запасы каменного дома едой. Тушенка, консервы рыбные, вермишель, соль, кофе даже, чашки, ложки. Тут в кастрюльке тоже еда, плов свиной, свечки есть даже, спичек очень много. И каша овсяная. Кто бы это мог быть, интересно? Давайте мы посмотрим. Наверняка этот человек, который сюда приходил, здесь записался в тетрадке. Так, записей все больше и больше становится. 12 января в 14:00. Кстати, в мой день рождения прям здесь были люди. Мы, Ольга и Александр, были здесь, принесли продукты, аптечку, как НЗ для путников. Ответ сняли на видео и оставили в комментариях у лесного строителя. Блин, кстати говоря, ссылки на видео у меня в комментариях оставить нельзя. Если вы кидаете ссылку с видео, то этот комментарий сразу уходит в спам. Поэтому, если не трудно, напишите в мой телеграм-канал, что у вас есть какое-то видео. Я его даже в телеграме размещу, почему бы, собственно, и нет. Так что, Ольга, Александр, напишите мне. Так, и 19 января 2025 года здесь была Даша, 7 лет. Хороший дом, спасибо. Строителям. Не строителям, а строителям. Прикольно. Ну, девочка еще 7 лет, значит, в 1 классе, наверное, только учится. Ей простительно. Даша, огромный тебе привет и спасибо, что записалась в тетрадке. Ну и, конечно же, огромная благодарность Ольге и Александру, которые оставили столько много презентов. Ну, я, честно, вообще в шоке. Да, гости сюда приходят уже на постоянной основе.
но их здесь не ждет радушный прием. По той простой причине, что печь нормально не функционирует, которая здесь установлена. Она дымит. И сегодня как раз я и хочу закрыть уже наконец-таки этот вопрос, потому что меня это давно беспокоит, что дом готов, и сюда можно приходить, отдыхать, но без печки какой отдых, правильно? Холодно. Сегодня задача разобраться с этой печкой уже окончательно. Для этого сейчас я достану свою печь походную, пошехонка, кабанчик. Затоплю ее, выведу на крышу, через крышу затоплю ее и разберу весь этот кирпич, который тут есть, не закрепленный, да. Соответственно, сделаю раствор уже в теплом помещении и буду уже выкладывать дымоход, трубу до крыши. У меня с собой еще есть метровая труба металлическая, то есть я уже по ситуации посмотрю, либо я кирпичом доведу прям до потолка, да, и потом трубу вставлю. Ее, кстати, можно было бы снимать, то есть сверху, допустим, на крышу залез, воткнул, когда там не надо, снял и чем-то накрыл, предположим, крышу, да. Ну, это тоже неплохая идея. Все, печка у меня затоплена, домик уже начал прогреваться изнутри. Хочу набрать воды для того, чтобы замесить печной раствор для укладки кирпича. Взял топор, чтобы сейчас лед немножко расколоть, сделать себе небольшую прорубь и буду уже черпать воду прямо из реки. Хорошо, что не надо сегодня ни снег топить, да, как бы не заморачиваться на этот счет, а вода вот она прям рядом. Единственное, только немножко продолбить лед, и все будет просто отлично. Я прям готов поспорить, что под этим видео будет такой комментарий, хотя бы один, в котором будет написано, что кирпич не кладут на цементный раствор. Но на самом деле я кладу не на цементный раствор. Наверное, воду надо было подогреть, потому что что-то на холодную воду, да, которую я взял из Волги, сейчас раствор тяжело замешивается. Ну, следующую уже партию буду замешивать на теплой воде.
Ну, а это и так пойдет. Так вот, выкладываю сейчас кирпич. Не знаю, докуда смогу положить его нормально, да, докуда хватит мне кладочной вот этой смеси, докуда оттуда и буду выкладывать. Трубы у меня метр есть, металлической. Ну, в идеале мне печь хотя бы вот до сюда надо выложить, кровь из носа. Буду надеяться, что у меня получится. Тут еще важно искать кирпичи какие-то более-менее целые. А таковых уже очень мало. Вот теперь значительно лучше. То есть я теплой водой, на теплой воде замешиваю. Прям испарение идет. И смотрите, прям тянучий раствор получается, такой, какой и должен быть. Ну, в общем, сделал выводы. То есть воду буду немножко подогревать на печи. И будет у меня вот такой вот раствор получаться. Друзья, самое интересное. У меня печь уже, почти я выложил, да, дымоход. Нормальных кирпичей осталось, может быть, штук 7-8, и то половинки. Теперь моя задача установить трубу металлическую сюда. Но как ее установить, если у меня сейчас работает печь-пошехонка? Кабанчик. Если сейчас печь вообще унести на улицу, будет холодно. Я думаю, можно попробовать сделать как? Очень быстро отсоединить трубу, печь поставить сразу сюда пошехонку, чтобы дым шел через дымоход уже камина. Ну а здесь заниматься уже как раз таки трубой металлической. Дым найдет свой выход и пойдет через нее. Соответственно, у меня и печь будет здесь внутри теплая, и буду спокойно заниматься дальше работой. Ну, пока такой вид не очень, да? Ну, а с другой стороны, восстанавливаю из того, что есть. То есть можно было бы, конечно, сюда купить кирпич новый, свежий, привезти его, да? Заморочиться, прям по льду тащить здесь. Ну, но зачем? То есть, смысл-то в том, чтобы восстановить дом с минимальными затратами, да? Вот. Печь у меня сейчас работает. Дым уходит через трубу, все. Труба установлена. Это меня радует. Потому что здесь тепло стало теперь уже и по полу. До этого внизу было холодно, потому что печь стояла на уровне кровати. Ну а сейчас уже стало значительно теплее и лучше. Ну вот, собственно, сейчас замажу все, что. На сколько хватит раствора, вот это все и буду замазывать. Какие-то углы, может быть, сгладятся. Щели закроются.
Ну что, друзья, неожиданная тут встреча на Эльбе, скажем так. Вот, сижу тут печкой занимаюсь, слышу сверху что-то падает. Я думал, что здесь какие-то камни за стенкой начали падать, обрушаться, может быть, стена начала. А это, оказывается, Андрей с канала «Будни путешественника». Всем привет. Спускался с горы. Да, вот так вот неожиданно с Алексеем мы здесь встретились. Проезжал проездом я здесь и решил заехать увидеть это строение впервые. Ну и вот встретил Алексея здесь. Попутно дров немножко напилили сейчас. И сразу решили уже эту печку затопить, потому что там начала дымить, вытащили ее нафиг. Посидим сейчас чайку попьем. Сейчас кружка есть, да? Да, у меня термос есть сейчас. У тебя и термос есть. Так и думал угостить. Вот. Не откажусь. Бери половинку. Спасибо. Печенье принес. Ну, у тебя налью? Да. У меня там просто кипяток я забыл. Ну да. У тебя там землянка еще как не холодная, нормально тепло? Я бы сказал, жарко. То, что ты, Илюха-то, заходил когда к вам, рассказывал, к тебе в смысле, что там жара. Ты в шортах, да, сидел? Ну и шланц. Ништяк. Ну, примерно 40-50 градусов. Дверь постоянно открываю. Она просто, сколько, 2 на 2 или побольше? 3 на... 2 на 25, по-моему, где-то так. Ну и нормально. Когда вот маленькая, она самая уютная такая. Чем меньше помещений, тем и греет лучше, и снимать лучше, бегать удобно. Да. Надо дом под землей тоже построил, когда, построили. Блин, камеру выбежать, надо переставить, там с улицы снять, и вот там бежишь по лестнице. Километр намотаешь. Да. Вот так вот по тонкому льду гулять. -1 ботинок. Ну ничего страшного. Чуть-чуть высох, хоть уже хорошо. Ну все, спасибо, что зашел в гости. Да. Вот. Так что всем пока. Дров напилили немножко заодно, так что будет чем согреться. Да. Спасибо за помощь. Дом, кстати, очень классно получился. И левее, наверное. Левее я бы советовал. Да, прям по этому дереву. И все. Ну все, давай, удачи. Давай, Да, все, счастливо. Проводил Андрея. Еще замесил раствор. И еще смогу сделать раствор. Потом у меня он остается и в приличном количестве. Я им потом подмажу, подровняю. То есть сейчас пусть подсохнет. Для того, чтобы следующий слой печной вот этой кладочной смеси было удобнее наносить, чтобы она лучше прилипала. В целом щелей никаких нет. Идет испарение от кирпичей. От вот этой вот штукатурки, скажем так, да, назовем ее. Нигде не пропускает печка. Это меня радует, конечно же. Еще нужно будет решить потом что-то с вот этим вот непонятным дымоходом, да, то есть вот с этой дырой. Но это попозже, то есть пока пусть она так и остается. Сейчас надо заготовить дровишек побольше, пока еще светло, пока не стемнело. И этим в первую очередь я и займусь, чтобы у меня ночью не было проблем с дровами, потому что потом их искать, сами понимаете, не очень удобно. Немного дров и Андрей напилил, да, но этого мне мало. Пила у меня с собой есть аккумуляторная, освобожу сейчас волокуши и в них буду просто загружать дрова. Все, пойдемте с дровами, пока еще не стемнело.
притопочный лист нужен. Если закидывать дрова в чрезмерно большом количестве, то они могут, угли от них могут высыпаться сюда внутрь. И для этих целей я взял сегодня специальный притопочный лист металлический. То есть я его здесь сейчас прикручу. Но прикручивать я буду очень-очень-очень интересным инструментом. Поверьте мне, вы вряд ли ожидали такое увидеть. Сейчас я вам покажу. Ручной коловорот. Вот. Такой шуруповерт, скажем так, советской эпохи. Этот шуруповерт, ну, коловорот я купил на... Цена у него 3 рубля. Ну, цена, конечно же, советская указана еще, да. И он 80, по-моему, первого года. То есть в идеальном состоянии. И, ну, мне вообще понравилось, короче говоря, коллекционировать такой древний инструмент. То есть этому коловороту уже лет больше, чем мне. То есть я 86-го года рождения, а коловорот, по-моему, 81-го. Представляете, на 5 лет старше меня. Состояние идеальное. Помню, у отца была ручная дрель. Вот ручного шуруповерта я не видел. Теперь вот у меня появился ручной шуруповерт. Такой вот, да. Антуражный, атмосферный. Пока руки не устанут, можно крутить до бесконечности. Да, очень интересный инструмент, а самое главное, что он работает. Максимальная безопасность, то есть если что-то из печки выпадет, то не будет возгорания в доме, потому что ранее из печки угли выпадали прямо на этот деревянный пол. Тишина прям обалденная. Все-таки летом здесь очень много рыбаков. И они, скажем так, отвлекают от отдыха. Единственное, где-то снегоходы периодически слышны вдалеке, там километров 5, может быть. Но здесь поблизости сегодня не было никого. Решил проверить прочность льда. Отошел от домика и вот где вот эта вот промоина, да, сейчас перешел ее, то есть с другой стороны обошел, умылся, помыл руки. Сейчас еще ведерко воды наберу, полы там немножко попробую протереть, там, где я работал с печкой. Да и, может быть, и еще и на те полы хватит, которые там уже под столом. Ну, а так домик, смотрите, да, прикольно так смотрится вдалеке. Горит небольшой там свет, такой еле-еле тусклый. И там греется сейчас, горит печь, топится печь. Я знаю, да, что сейчас приду туда, и мне будет тепло, комфортно и кайфово. Сегодня я останусь здесь ночевать. Тишина кромешная на реке. Супер. Единственное, вот там деревни какие-то близлежащие есть. Свет горит в тех деревнях, в их домах. А сзади меня только река и просторы волжские. Вон уже звезда появилась на небе первая. Круто. То есть завтра я проснусь, выгляну в окошко, и здесь будет Волга-матушка.
полочка совершенно точно не помешает. Как минимум разложить вот эти вот все консервы, принесенные мне. И поставить вот эти вот чашки тоже сюда. Будут это гостевые чашки. Вот. Хочу просто стол освободить, чтобы уже заняться приготовлением вкусного ужина. Ночью обещают мороз, похолодание до минус 15, а в домике пока почему-то не тепло. Возможно, из-за того, что кирпичи не просохли, а может быть из-за того, что здесь сквозняк под дверью. Непонятно. В любом случае, я думаю, на ночь завешу плащ-палаткой своей любимой дверь, чтобы все щели, так сказать, не мешали и через них не поступал холодный воздух внутрь. Наконец-то стало потихонечку прогреваться помещение. Дело в том, что кирпичи все влажные, да, вот в этой шамотной глине, в печном растворе, и из-за этого как бы не было тепла. Сейчас они стали прогреваться, эти кирпичи, и уже начала прогреваться моя маленькая вот эта вот комнатка. Время уже не знаю сколько, часы я снял, часов, наверное, 8-9, может быть. Сегодня надо будет не забыть поставить GoPro на таймлапс, чтобы она снимала ночью, да, как звездное небо будет меняться. Завтра попробую эту печь покрасить краской. Я думаю, будет, ну, нормально она ляжет. Конечно, да, печку можно было заштукатурить более красиво, да, красивым методом, то есть не вот руками, клешнями своими тяп-ляп. Вон даже видно следы от пальцев. Ну, а так, все. Это, я думаю, последнее посещение в плане реставрации этого помещения. В следующий раз имеет смысл сюда прийти, наверное, уже весной, например, да? В половодье, кстати говоря. Действительно, вот в половодье. То есть, когда начнут воду спускать у нас, будет прикольно посмотреть, вода вообще дойдет до дома или нет. Я думаю, не дойдет она. Но не дойдет она буквально там 1-1,5 метра. Но это будет интересно. Ну и заодно посмотрим, кто к тому моменту запишется здесь в тетрадке. Тут наверняка будут гости и не один человек, я так думаю. Кстати, сегодня полнолуние, с чем я вас всех и поздравляю. Но готовить я буду еду в горшочке запекать. Мясо с картошкой, с луком, морковью и с грибами. Запеку в горшке. Горшок я взял один.
Не знаю, хватит ли мне наесться, да, этого горшка. Но у меня есть фольга, и я думаю, что если у меня еще останется мясо, например, да, или там картошка с луком, предположим, я могу просто в фольгу положить и особо не заморачиваясь, просто закину туда в печку на угли. Вместе, кстати говоря, с горшком. Мне кажется, будет наивкуснейший ужин, поэтому я предлагаю вам тоже сходить к холодильнику и взять что-нибудь вкусненькое. И вместе уже будем трапезничать попозже чуть-чуть, потому что мне еще приготовить нужно. Если бы вы знали, какой аромат источает этот горшочек, вы бы мне позавидовали. Картошка идеально прям разварилась, даже так можно назвать. А мясо готово. Мясо пропиталось всеми слоями. И от картошки получило вкус, и от морковки, и от лука, и, соответственно, от грибов. И это просто, просто волшебно. Обалдеть. Тут вообще такое ощущение, как будто белая ночь. Как в Санкт-Петербурге. Очень яркое освещение от луны. Отражается еще от снега белого, да? И, блин, такое ощущение, что утро как будто бы. Сегодня еще полнолуние. Поэтому, наверное, мне и не спится.
всем брать с собой в походы не только спички, а еще и газовую горелку. Сейчас время 6. И вылазить из спальника совершенно точно не хочется. Дубак конкретный, печка погасла. Вот, спал хорошо. И сейчас вот как раз горелкой пытаюсь разжечь печку. Спасибо тем, кто ее придумал. Я про горелку сейчас. Ладно, сейчас дождусь, когда печка разгорится, и потом через полчасика вылезу. Включусь. Выйдем на улицу, посмотрим, что там. Хе-хе. Кстати, интересно, за окном что, обещали 15, но по ходу дела так и не было. 15, сейчас глянем. Ну да, минус 11. Но не минус 15. Хотя, может быть, знаете, еще тепло от дома идет, от стекла. То есть, если бы градусник вот этот повесить туда куда-нибудь на дерево, то, может быть, он и 15 показал бы. А тут, наверное, да, есть искажение температуры из-за теплого помещения. Снежок, что ли, выпал немного, да? И смотрите, корка льда, короче говоря, лед отступил от берега еще метров на 5. Но это на самом деле очень опасно. То есть, когда на тонкий лед выпадает снег, непонятно, какой он толщины. То есть, сейчас достаточно наступить куда-нибудь вот сюда, да, и просто провалиться. Вот моя лунка, где я вчера воду набирал. Вот она, видите, да? Ну-ка. Ого! Ничего себе! Как ее затянуло-то! Уже воду не наберешь так, как вчера. Весело. Ух ты, как лед-то треснул, ни хрена себе. А там его аж вспучило вон. Прикольно. Не знаю, что из этого получится. Пока цвет какой-то красный получается. А должен быть красно-коричневый. Может быть, когда высохнет, будет то, что нужно, я не знаю. Посмотрим. Но в любом случае, может быть, что-то получится интересное. А может быть и нет. Сейчас узнаем. Знаете, что напоминает? Разбитые носы хейтеров. Ой. Ну, цвет крови. Легкий морозец такой сегодня. Все дела, которые я хотел сделать, наконец-то закончил. И первую стадию реставрации этого каменного дома можно считать тоже законченной. Я несказанно рад, что удалось
печку и выложить, и, соответственно, еще и покрасить ее. То есть самый главный вопрос для меня теперь закрыт. В любое время могу сюда приехать, заскочить, и здесь меня будет ждать печь. Насчет дров не знаю, будут ли они меня ждать или нет, но пока что дрова я заготовил, там с запасом они остались. В общем, друзья, спасибо вам большое, что посмотрели этот видеоролик до конца. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Пишите комментарии под этим видео, конечно же. Ставьте лайки. Кто-то, может быть, захочет поставить дизлайк. Делать этого не стоит, но если очень хочется, то, конечно же, сделайте. В общем, до скорой встречи. Пока-пока. Раз, два, три, снимай. Раз, два, три, синхронизация звука. Ну, конечно же, не произведение искусства, да, многие из вас скажут, какая-то хрень вообще конкретная. Просто вот, ну я не знаю, волшебно, восхитительно, помпезно, великолепно. Пользуясь случаем, хочу спасибо сказать Ольге и Александру еще раз большое за их презенты. Сегодня ночью пригодились свечки. Хотя я, в принципе, их брал с собой тоже, но посчитал нужным использовать ваши. В следующий раз, я думаю, пригодятся и ваши продукты, ваша еда и, соответственно, и кастрюли когда-нибудь тоже пригодится. Может быть, не мне, может быть, кому-то, кто сюда придет. Поэтому спасибо большое вам еще раз.